Жил-был старый мельник, и было у него 3 сына. Когда мельник умер, он оставил сыновьям в наследство мельницу, осла и кота. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а младшему пришлось взять кота. Старшие братья смеялись над ним, но кот пообещал, что сделает богатым младшего брата, если тот даст ему пару сапог и мешок. Хозяин удивился, но просьбу кота выполнил. Кот тут же натянул на задние лапы сапоги, насыпал в мешок овса, закинул его за плечи и отправился на охоту. В лесу он раскрыл мешок, бросил его на землю, а сам спрятался в зарослях. Долго ждать ему не пришлось. К мешку прискакал любопытный заяц и влез в него, чтобы полакомиться овсом. А кот только того и ждал. Он выскочил из зарослей, затянул мешок, взвалил его на плечи и отправился в королевский замок. Король той страны был большой любитель вкусно поесть. Кот отвесил ему глубокий поклон, вручил зайца и сказал, что это подарок от его господина, маркиза де Карабаса. Король был приятно удивлен такому сюрпризу. Кот раскланялся, как настоящий дворянин, и отправился в путь. На следующий день он снова отправился с мешком на охоту. На этот раз ему удалось поймать 2 жирных куропаток. Король обрадовался, увидев очередной приятный подарок. Несколько недель подряд кот продолжал носить королю то куропаток, то зайцев, но своему голодному и исхудавшему хозяину он ничего об этом не говорил. Однажды кот увидел во дворе принцессу. Она была очень красивой. Кот сообразил, что она была бы прекрасной женой для его хозяина. И вот король захотел наконец-то познакомиться с маркизом. Кот ответил, что они могут найти его завтра на прогулке там, где мельницы, а сам побежал во весь дух к мельнице. Увидев хозяина, кот сказал, что завтра нужно будет искупаться в речке, и тогда его жизнь изменится. На следующее утро только он влез в воду, как кот схватил его одежду и спрятал в кустах. В этот момент на дороге появилась королевская карета. Кот выскочил на дорогу и закричал во все горло: «Спасите! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Услышав это, король приказал вытащить маркиза из воды. Сын мельника сильно испугался, когда 2 охранников стали силой тащить его из реки, где он нежился в теплой воде. Король приказал принести ему свой шелковый наряд. Сын мельника сначала было отказывался, но расшитая золотом одежда так ему понравилась, что он с удовольствием надел королевский наряд. Король пригласил его в карету, где сидела прекрасная принцесса. Сын мельника остолбенел, но без лишних слов сел в карету. Через минуту карета покатила дальше по полям и лугам, принадлежавшим великану-людоеду, который жил в огромном замке. Кот не терял времени и, что было духу, помчался впереди кареты в сторону луга, где в поте лица трудились жнецы. Он попросил сказать, что эти поля принадлежат маркизу де Карабасу. В противном случае злой людоед съест их. Прежде чем удивленные жнецы успели ответить, подъехала королевская карета. И когда король спросил, чьи это луга, они дружным хором ответили, что эти поля принадлежат маркизу де Карабасу. Тем временем кот отправился прямо в замок людоеда. С кошачьей ловкостью он перепрыгнул через каменную стену и пробрался в замок. Людоед сидел за большим столом, уставленным разными блюдами. Увидев кота в сапогах, он сильно удивился такой наглости. Кот начал дразнить великана и сказал, что тот не сможет превратиться во льва. Не успел кот произнести эти слова, как людоед превратился в огромного льва с лохматой гривой. У кота от страха душа ушла в сапоги, но он преодолел его и сказал, что людоед никогда не сможет превратиться в мышь. Страшный лев исчез, а на его месте появилась маленькая мышка. А коту только это и было нужно. В мгновение ока он догнал мышь, поймал ее и съел. В это самое время во двор замка въехала королевская карета. Распахнув дверцы кареты, кот учтиво поклонился и сказал, что рад видеть всех в замке маркиза де Карабаса. Трудно сказать, кто больше онемел от изумления при этих словах, король или сын мельника, который уже вообще ничего не понимал. Кот отвел гостей к столу, в
конце ужина король, наевшись до отвала, сказал, что маркиз и в самом деле очень достойный человек, поэтому с радостью отдаст свою дочь в жены. Принцесса была счастлива. Молодой, красивый, да к тому же богатый маркиз ей очень понравился. Вскоре они и свадьбу сыграли. Так сын мельника женился на принцессе и сделался принцем. Все они жили долго и счастливо, особенно кот, который гордо расхаживал по дворцу в высоких сапогах. Жила-была маленькая девочка. Женился как-то ее богатый отец на злой мачехе. Поселилась она в доме со своими 2 дочерями. Были они лицом красивые и белые, но сердцем злые и жестокие. И настало тогда тяжелое время для бедной девочки. Отобрали они у нее красивые платья, надели на нее старую рубаху и дали ей деревянные башмаки. С утра до самого позднего вечера заставляли ее исполнять черную работу, носить воду, топить печь, готовить еду, мыть посуду и стирать. А кроме того, сводные сестры всячески старались как бы посильнее ее огорчить. Насмехались над нею, высыпали горох и пшеницу в пепел, и ей приходилось сидеть и выбирать их оттуда. Вечером, когда она уставала от работы, ей приходилось ложиться спать не в постель, а на полу, рядом с печкой. И от того, что была она всегда в золе, в пыли и грязная, прозвали ее сестры Золушкой. Но вот случилось однажды, что король затеял пир, который должен был длиться целых 3 дня, и созвал на праздник всех красивых девушек страны, чтобы сын его мог выбрать себе невесту. Когда 2 названные сестры узнали о том, что им тоже можно явиться на пир, они мигом стали наряжаться и прихорашиваться. Золушка тоже хотела пойти потанцевать, но мачеха не отпустила ее, потому что у нее не было ни платья, ни туфель, да еще и грязная она. И тут же злая мачеха высыпала миску пшеницы в пепел и сказала, что если Золушка соберет ее за 2 часа, тогда может идти вместе с сестрами. Вышла Золушка в сад и заплакала. И тут прилетели 2 белых голубка, а за ними и целая стая разных птиц. Налетели они на пепел и начали клевать, и так выбрали все зернышки в мисочку. Не прошло и часу, как закончили они работу, и все улетели назад. Принесла Золушка мисочку своей мачехе, стала радоваться, думая, что ей можно будет идти на пир, но мачеха все равно не отпустила ее. Повернулась она спиной к Золушке и поспешила со своими 2 дочерьми на бал. Когда дома никого не осталось, села Золушка на пол и заплакала от горя. И тут прилетели 2 белых голубка, а за ними и целая стая разных птиц. И сбросили они платья и туфельки, блестящие и все в золоте. Надела она быстро это платье и явилась на смотрины. Увидели ее сводные сестры и мачеха и подумали, что это должно быть какая-то чужая королевна, такая красивая была она в своем золотом платье. Им и в голову не приходило, что это Золушка. Вот вышел ей навстречу королевич, взял за руку, и стали они плясать. И так понравилась ему Золушка, что не хотел он танцевать ни с какой другой девушкой. Проплясала она до самого вечера и хотела уже домой возвращаться, но королевич попросил ее проводить. Ему хотелось узнать, чья это девочка-красавица и где она живет. Но Золушка убежала от него и взобралась на голубятню. Королевич велел разрушить голубятню, но в ней никого не оказалось. И нигде рядом не мог он найти своей прекрасной незнакомки. Никто не мог догадаться, что Золушку спасли голуби, которые унесли ее домой. Огорчился королевич и пошел во дворец, опустив голову. И вдруг он увидел туфельку. Поднял ее. Она была такая маленькая и нарядная, и вся из чистого золота. Принц догадался, что когда Золушка от него убегала, то туфелька с ее левой ноги осталась на одной из ступенек. Обрадовался королевич и велел отыскать хозяйку этой туфельки, и кому она подойдет, на той он и женится. Вернулись родители с бала, видят, спит Золушка в своей рубахе на золе, и горит у печки тусклая лампочка. Обе сестры отправились в свои комнаты с надеждой, что завтра
именно им повезет надеть золотую туфельку. На следующий день приехал королевич к их дому и сказал, чтобы выходили все, кто хочет примерить туфельку его будущей жены. Вышли две сестрицы, а Золушку мачеха заперла в доме и не выпускала. Примерила старшая сестра, мала туфелька. Примерила младшая сестра, велика туфелька. Хотел было уезжать принц, но Золушка вылезла из окна и выбежала к нему. Сняла она с ноги своей тяжелый деревянный башмак и надела туфельку, и пришлась она ей как раз впору. Посмотрел королевич ей в глаза и узнал в ней ту самую красавицу-девушку, с которой он танцевал. Взял он Золушку, посадил на коня и ускакал с ней свадьбу играть. А сестер и мачеху велел запереть в их домике и никогда их оттуда не выпускать. Вот так были они наказаны за свою злобу и обман.